Это очередная серия по постройке Волгатти. Для тех, кто не в курсе, Волга плюс Бугатти. В итоге на сегодняшний день мы получим вот такой результат. Приятного просмотра. Первым делом для удобства работы с задним бампером решили пододвинуть машину максимально вперед. Слово «максимально» ребята поняли слишком буквально. Затем максимально высоко домкратим. Следующим этапом отправляемся к заднему бамперу, который мы вырезали и склеили в одной из предыдущих серий. Опа, что-то не bardzo пасует. Ну это понятно, мы ведь сделали только черновую заготовку бампера, поэтому сейчас придание формы точного размера. Да, вся подгонка будет делаться непосредственно на кузове. Такие вот крайние элементы стеклопластиковой скорлупы чаще откатываются с запасом. Так значительно удобнее работать с формой. А теперь этот запас надо убрать. Хорошая болгарка, отрезной круг, 1/20 Андрея дня и вуаля. Теперь уже бампер без проблем становится на место. Фиксируем его по черновому саморезами, прицениваемся и понимаем, что и где надо подправить. Запоминаем, снимаем его обратно и начинаем работу. Многие пишут в комментах, что хотелось бы уже побыстрее увидеть готовый результат. Но это не быстрое дело. Да и к тому же у нас есть другие занятия. Например, такие как командная заруба 5×5 в крутой игрушке под названием Tactical, в которую рубятся уже более 20 миллионов игроков по всему миру. Отличная графика, реалистичная физика, разрушения, перестрелки и куча режимов игры. Все эти удовольствия вы получите, скачав игру по моей ссылке в описании или отсканировав QR-код на экране. Вас еще и крутые подарки ждут. Оперативник Тор, излучатель Ландау, 50 тысяч серебра и 500 золота. Выбирайте любого из 28 бойцов со своими особенными навыками. Снарядите его подходящим оружием и поднимайтесь в рейтинге, показывая всем свой нереальный скилл. Тут решает командная игра и выверенная тактика. Собравшись с друзьями в голосовом чате, можно объединиться в команду, в которой будет и снайпер, и штурмовик, и пулеметчик. Я вот за последнего катать предпочитаю. Для этого выбираю оперативника Джо с минимальным разбросом при стрельбе. Снаряжаю его тяжелым пулеметом. На второй слой беру нож для быстрой смены позиции и ближнего боя, ну и хаешку по классике. Особенно люблю ворваться во вражескую тиму на тачке. Можно сразу несколько фрагов за раз нафармить. И вы не ждите. Качайте тактикул по ссылке в описании. Или сканируйте QR-код на экране. Используйте промокод и забирайте крутые бонусы лично от меня. Оперативник Тор, излучатель Ландау, 50 тысяч серебра и 500 золота. Итак, изначально этот бампер был взят из 3D модели Bugatti. Затем разделен на множество слоев, поскольку формат ЧПУ не позволяет обрабатывать такую деталь целиком. Да и куча других ограничений не позволило бы это сделать. Затем весь этот бутерброд был собран при помощи клея. А теперь пришло время убрать следы склейки и полосы от фрезы. Этим и занялся Валера. Валера неугомонный. Для того, чтобы отшлифовать всю деталь, ушло чуть более 20 Валера часов. Но в итоге заготовка ровная, гладкая и можно приступать к следующей операции. А именно, берем обыкновенную краску для стен на водной основе, хорошенько перемешиваем ее и наносим на пенопластовую заготовку. Зачем это делается? Следующим этапом мы будем шпатлевать бампер шпатлевкой для стен также на водной основе. И эта шпатлевка очень плохо держится непосредственно на пенопласте, а вот на корочке из краски лежит крепко. Да, это строительные материалы, и на данном этапе мы используем именно их, поскольку они на водной основе, а материалы на базе растворителя вот так разъедают материал. Я охерел просто. На данном этапе нам необходимо просто вывести форму в идеал, снять с нее слепок и откатать из стеклоткани. Так что характеристики и свойства шпатлевки сейчас не играют роли. Да и, к слову, шпатлевка для стен значительно проще и быстрее обрабатывается, чем автомобильная. Ну и к тому же в 5 раз дешевле. В итоге, спустя 1 Валера час, бампер загрунтован и накинут на кузов. Осталось заняться антикрылом. Мы также вытянули его из 3D модели, вырезали из пеноплекса и соединяем две части. Торцы хорошенько подготавливаем для того, чтобы они наверняка склеились. Площадку проклеиваем скотчем и при помощи клей-пены состыковываем две части. Прижимаем саморезами и оставляем сохнуть. В дальнейшем с этой деталью была проделана такая же работа. И после того, как грунтовка высохла, антикрыло было поставлено на место и зафиксировано все тем же клей-пеной. Осталось только срезать излишки. Итак, на этот момент мы имеем готовый кузов, вернее его финальные очертания. Теперь осталось на него взглянуть со стороны и уже окончательно утвердить. Поэтому накидываем все панели и готовим машину к демонстрации. Как я уже говорил несколько раз, главная задача на этом этапе получить правильные пропорции кузова, для того чтобы заниматься дальнейшим декором. И это самая сложная задача, поскольку мы строим машину, отталкиваясь всего от одной картинки, без точной 3D модели. Конечно, это неправильно и в разы усложняет работу. Именно поэтому мы переделывали многие элементы
элементы по несколько раз. Но забегая вперед, скажу, что оно того стоило. Очень скоро вы в этом убедитесь. Более подробные кадры и уникальные материалы из мастерской можно найти в нашем телеграм-канале. Я решил не делать тупую копию канала в телеграме, поэтому там вы найдете только уникальный материал и ежедневные бэкстейджи из мастерской. Поэтому жду всех и обещаю, вы не пожалеете. Для того, чтобы наверняка убедиться в пропорции и внешнем виде, обязательно надо хотя бы по черновому покрасить кузов. Это очень важно. Цвет и его зонирование может глобально поменять картинку. Неплохо крыша вырисовывается, тут немножко доработать напильником. Мне нравится. А у тебя что? И у меня тоже все отлично. У меня прекрасно стали крылья, болтон, решетка радиатора, все стало. Пошли покажу. Валерчик, как успехи? Да вроде неплохо, потихонечку идем вперед. Третий день шаруешь. Держи лайфхак. Аккумулятор сюда. Ой, дурак. К тому времени Валера как раз освоил принцип работы шлифмашинок, и его уже не остановить. Он, собственно, и готовит кузов к черновой покраске. А Андрей параллельно оклеивает элементы, которые красить не надо. Часто мастера при работе с малярной лентой используют свой ноготь как инструмент. Но мы же профессионалы, у нас инструмент собственной разработки. Да, многие, наверное, скажут, что такая покраска – это выброшенные деньги. Сложно с вами не согласиться. Но для визуализации проекта это небольшие деньги. Пол-литра. Всего пол-литра краски. Пол-литра. Поскольку на данном этапе мы, конечно, не будем покрывать машину лаком. Нам надо всего лишь придать равномерный цвет и зонировать его. А в дальнейшем опять ошлифовать эту краску, убедившись в том, что мы имеем именно тот кузов, к которому стремились. После того, как все с большего зашлифовано, обезжириваем кузов. Глядя на эти кадры, было решено пересмотреть условия контракта. И теперь обезжириватель Андрей покупает за свои. В итоге он сказал, что ничего ему от нас не надо, и салфетки он также купит за свои деньги. А после добавил, что купит еще какую-то специальную антистатическую салфетку, которая убирает пыль. Я не понял, о чем это он, но ладно, хозяин-барин. Следующим этапом при помощи профессионального инструмента нарезаем укрывочный пакет. А тут наглядно видно, кто же занимается маляркой пол своей жизни. Пока Валера безуспешно пытается укутать колесо, Андрей с улыбкой пользуется вот таким лайфхаком. Действительно дельный прием, берите на вооружение. Кузов мы решили разделить на две части и покрасить только одну из них. Это делается специально для того, чтобы наглядно была видна разница. Нет. Ну ладно, на самом деле краски мы взяли впритык, а половины кузова точно хватит для понимания картины. И таким образом уйдет в 2 раза меньше краски. Изначально наш проект был нарисован вот в таком цветовом решении. Его мы и решили по-быстрому сообразить. Нас он вполне устраивает, но перед финальной покраской мы обязательно устроим голосование. Напомню, что мы всерьез пришли к концепту постройки авто вместе с вами. Любое решение выносим на голосование и, отталкиваясь от его результатов, двигаемся дальше. А вариантов тут много. Приступаем к этапу покраски автомобиля. Заряжаем белую базу в краскопульт. Пристреливаем факел. Валера! Валера этот, как ребенок, накрасил. Взрослый человек, ну ерундой занимается. Ай. Итак, пока Андрюха занимается покраской, есть время подвести итоги по выбору названия для проекта. Да, уже очевидно, что машина должна называться Волгатти. Еще в первой серии я просил накидывать варианты в комментах. Так вот, вариант Волгатти предложило несколько сотен людей. Но справедливо будет отдать приз тому, кто сделал это первым. Именно поэтому вот такой ретро-торшер, сделанный из фары мотоцикла, отправляется Егору Стародубцеву. Ждем ответа, по возможности свяжитесь с нами. Тут в комментариях, смотри, опять пишут, что твоя скорлупа ненадежная. Фуфло, короче, ты какой-то сделал. Ненадежно говоришь? Ненадежно говоришь? У меня к вам огромная просьба, не пишите больше в комментах, что кузов из стеклопластика не крепкий, и не оскорбляйте, пожалуйста, этот материал. Андрей не устанет доказывать обратное, а бита у него, к слову, уже изогнута.
Машина из стеклопластика — это как электронные сигареты, безалкогольное пиво и резиновая женщина, в общем словом, одобряю. Валера, сделай мне аргумент! Сделай мне биту, меня эти хейтеры достали! Ты дурак совсем уже! Бля. И вот в итоге, что мы имеем на сегодняшний день. Очень интересно ваше мнение по поводу пропорции и общей картинки. Большая просьба поделиться вашим мнением в комментах. Это действительно очень важно для нас. А вам спасибо за просмотр и добра, топора.